Доброго дня! Это итоговое видео цикла роликов рисования карандашом первые шаги. Если вы их не видели, вот ссылки. А сегодня мы закрепим то, что делали ранее. И именно нарисуем еще один предмет. Для этой цели я взял яблоко. Кстати, совет. Выбирайте яблоки для этих целей лучше в супермаркетах. А то продавщица в магазине на меня долго смотрела, пока я, выбирая яблоко, играл со тенями. Рекомендую ставить предмет вот так, на белом фоне, для создания нужного контраста, чтобы не сидеть и не щуриться, высматривая контуры. Конечно, совершенно не обязательно брать именно яблоко. Выберите любой другой предмет, который вы хотели перенести на бумагу. Главное, чтобы у него была не идеальная поверхность, то есть не шар или куб. Ну, вы понимаете. Нам же интересно поработать с светотенью. Вот поэтому я поставил свет таким образом, чтобы были характерны тень на поверхности предмета и четкая тень от самого яблока, чтобы там с рефлексом, все дела. Ну что же, включаем музыку, фильм, Пучкова, Кости Академика, в общем, что вам нравится, и начнем. Рисуем контур. Помните, выбираем первый отрезок, который удобно рисовать. Я начал отсюда. Нарисовал верх яблока. Линия удобная, почти параллельно поверхности. Каждый новый рисунок, как женщина, это для меня. Я все-таки мужеского пола. Ощущения, конечно, не такие сильные, но очень похожие. Ну вот, нарисовали. Дальше я пойду влево. Линия контура идет дугой. Дальше почти прямая. Вы ничего не видели. Вот так рисуем. Наклонная линия слегка, очень слегка изогнутая. Да, кстати, рисунки карандашом имеют свойство стираться. Особенно если их часто мусолят. Поэтому, если хотите больше сохранности, то бумагу нужно покрыть каким-нибудь лаком. Я для этой цели пользуюсь лаком для волос, пока жена не видит. Пока рисуем, слушайте анекдот. Художник приходит попу на исповедь. Грешник, говорит, я батюшка. В чем твой грех, сын мой? С картиной живу. Как это? Да, говорит, нарисовал обнаженную красавицу в полный рост, прорезал холст, а за картину домработницу ставлю. По бороду поглаживает, велик твой грех, сын мой, но идея хороша. Уже говорил, но повторюсь. Не имеет никакого значения, как вы этот контур проведете. Хоть в позе лотоса, на коне, на броне сгоревшего танка. Главное сделать это правильно, то есть максимально приближенно к реальности. Используйте любые костыли. Потом, когда вы набьете руку, они вам будут не нужны. Система настроится, все будет в порядке. Ну вот, контуром домучились, теперь будем делать яблоко объемным. Моя любимая часть рисунка, все это день. Помните, линии стиковки должны быть легкими, чтобы они потом легко растирались. Пока работаем, слушайте еще один анекдот. Женщина смотрит, как другая женщина кладет еду своему мужу и спрашивает: а чё это так по походному все в одну миску набросала? Так он же у меня художник. Если красиво разложить, то эта сволочь сразу сядет натюрморт рисовать. Так, приступаем к растушевке. Кстати, растирать можно не только пальцем, можно взять кусочек бумаги, но мне нравится именно пальцами. Это так художественно. Черные пальцы, цветы граффити на лице. Прям вот настоящий художник. Вот этим мне простой карандаш и нравится. С ним легко работать. Вот с красками пришлось бы подбирать тон изначально. А тут всегда можно поработать пластиком. Итак, идем дальше. Первый слой мы изготовили. Теперь смотрим на яблоко и находим самые темные места. Вот они. Ну что, сначала проходим первый раз, намечая, где будут темные пятна. Затем делаем области тени насыщения. Еще раз обращаю ваше внимание, что не нужно при этом выдавливать рельеф. Просто проходим карандашом по одному месту до тех пор, пока не добьемся нужной насыщенности цвета. А далее опять применяем палец для плавного перехода. Для меня рисование светотеней — это как четки. Можно делать это бесконечно. Что-то постоянно тут поправлять, что-то убавлять,
прибавлять, подтирать. Это только одно яблоко. Представьте, сколько можно провести за картиной побольше. Причем время при этом летит совершенно незаметно. Главное, не начинайте рисовать на ночь. Можно очнуться уже под утро, проверено. А вас потом на работе будут подозревать во всяких алкогольных увлечениях. Кстати, ребенок, увидев мои первые рисунки, пришел в полный восторг. И тут же заказал рисунок роботов. Потом, может, покажу ролик, как я буду это делать. Также придется наполовину из фантазии детали брать. Интересно, как поменялось восприятие реальности, когда я стал вплотную заниматься рисованием. Начал понимать фотографов, ищущих ракурсы. Сам так делать начал. Решил тут сфоткать пейзажик. Опомнился, когда уже в кусты какие-то залез. Товарищ со мной, который пошел на свою голову, сидит совершенно одуревшим от ожидания видом. Потом, говорит, рассказывает: зовут тебя, и зыркнешь взглядом маньяка. Главное включаться так где-нибудь в магазине. Я раз такой улегся, виноград увидев. Лежит такой черный, блестящий, чуть прозрачный, живописными кистями. Встал, давай представлять натюрморт. Начал оглядываться, там, ища яблоки подходящие, лимоны. В общем, пошла работа. А семья в машине ждет папу. А тут опять художественный раш впал. Так, ладно, закончим уже с этим яблоком. Вот это, кстати, один из таких творческих моментов. Приходится буквально оттаскивать себя от рисунка. Все время кажется, что еще что-то можно подделать, подправить. Перейдем к рисованию тени. Как я уже говорил в отдельном ролике, сначала намечаю тонкой линией внешнюю границу. Принцип такой же, как при рисовании контура предмета. Я не знаю, правильно или нет, это с точки зрения профессионала, но я рисую короткими штрихами. Рисуем первый, самый светлый тон. Вообще намного стал глядеть слегка по-другому. Да, вообще я стал замечать то, что раньше как-то скользало. Например, на женский макияж. Стал понимать, как его наносят, как делают, собственно, красиво, чтобы было. Оказывается, это не так сложно. К примеру, если у девушки широкий подбородок, то нужно сделать светлее часть под губами, ну то есть посередине, и темнее скулы. Например, если низкий лоб, то прическа, когда волосы ложатся на этот самый лоб, просто противопоказано. Будет эффект неандертальца какого-то. И с одеждой также. Опять намечаем контур, следите, чтобы темная часть тени соответствовала по направлению со светлой. Мне уже не требуется советов, как подобрать одежду. И себе, и другому человеку. Ну, например, чтобы зрительно увеличить ширину плеч, нужно носить футболки без рукавов. Вот такие, где остаются открытыми эти самые плечи. То есть получилось, что такое отвлеченное от реальности хобби, как рисование, начало приносить вполне материальные плоды. Например, нужны фотообои? Зачем покупать? Все в наших руках. Находим нужный пейзаж и вперед на стены. Ну вот и все. Наше яблоко готово. Надеюсь, вам было так же приятно, как и мне. Остался последний штрих. Подпись — это такой закрепительный момент, как штамп в паспорте. Это маркер для вечно сомневающегося мозга, что теперь есть новая доступная функция. И все. Если кто-то желает что-то уточнить или покритиковать, прошу комменты. До новых встреч!